Всем здравствуйте! Сегодня у меня собралась вот такая красивая компания птичек. Все эти птички связаны по одной схеме, отличаются только оформлением и сменой пряжи в рядах. Как вы видите, эти птички могут самостоятельно стоять, им не требуется никакая опора. И сейчас мы рассмотрим этих птичек более подробно. Начнем с голубя. Вот как смотрится голубь. Как вы видите, эта игрушка вяжется очень быстро, потому что здесь все детали вывязываются или ввязываются, крылья вяжутся отдельно, и потом, когда вывязываем туловище птички, мы их ввязываем. И также вывязываем хвостик, то есть здесь нет абсолютно никаких пришивных деталей. Посмотрим по сантиметрам. Вот птички получаются около 7 сантиметров. Так что можно сделать даже вот такие брелочки. Это у нас голубь. Теперь вот такая курочка. Она связана полностью из белой пряжи. Только вот гребешок красный. Ну и оформление, конечно, другой пряжей. Это вот орел. Вот такая птичка. И попугайчик. Вот такие маленькие красивые птички. Сегодня мы с вами будем вязать. Для птичек я буду использовать плюшевую пряжу в 100 граммах 120 метров и вязать крючком 4 миллиметра. Берем темно-серый цвет, это для голубя. Начинаем вязать с головы. Делаем кольцо амигуруми и ввязываем в него 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. В первом ряду 6 столбиков без накида. Переходим на второй ряд. Во втором ряду в каждый столбик предыдущего ряда вяжем по прибавке. Оденем маркер. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Второй ряд 12 столбиков. Переходим на третий ряд. В третьем ряду тоже провязываем 12 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12. В третьем ряду 12 столбиков. Переходим на четвертый ряд. В четвертом ряду тоже провязываем 12 столбиков без изменения. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12. Теперь серую ниточку, темно-серую, будем отрезать и переходить на голубую. Вяжем пятый ряд, присоединяем голубую пряжу
И в пятом ряду провязываем 3 столбика, прибавка 1, 2, 3, прибавка, снова 3 столбика, 1, 2, 3, прибавка, и повторяем третий раз. 1, 2, 3, прибавка. В конце пятого ряда получилось 15 столбиков. Эти два хвостика завязываем на 2 узелка. Теперь голубую пряжу отрезаем. Будем переходить на фиолетовую. И это 6-й ряд. В 6-м ряду провязываем 4 столбика, прибавка, так 3 раза, в конце будет 18 столбиков. Вот, присоединили 1 столбик, 2, 3, 4, прибавка. Повторяем второй раз. 1, 2, 3, 4, прибавка. 1, 2, 3, 4 и прибавка. Но последний столбик не довязываем. Берем светло-серую пряжу и делаем переход на светло-серую пряжу. И начинаем вязать 7-й ряд. В 7-м ряду будем вязывать крылья. Берем крылышко. Это у меня изнаночная сторона. Вот я хвостик оставила там, где вязывала. Прикладываем к нашей основной вот детали. И вот так провязываем 1 столбик с крылышком, 2 столбик с крылышком и 3. Вот привязали первое крыло. Теперь 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. Берем второе крылышко. Тоже вот к себе развернула изнаночной стороной. И провязываем 3 столбика с крылом. 1, 2, 3. И довязываем до конца ряда. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Без изменения в 7-м ряду 18 столбиков. Эти 2 ниточки завязываем на 2 узелка. И переходим на 8-й ряд. В 8-м ряду провязываем 11 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Теперь прибавка. Два столбика. 1, 2, прибавка. 2 столбика. 1,
2 и прибавка. В конце 8 ряда 21 столбик. Вяжем 9 ряд. Провязываем 15 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15. И теперь здесь на 3 столбиках будем вывязывать хвостик. Значит, провязываем 1 столбик без накида. Здесь регулируйте цепочку воздушных петель так, как вам нравится. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Можно провязать 7 воздушных петель, хвостик будет немного меньше. Можно провязать 8 воздушных петель, больше, меньше, как вам нравится. И делаем соединительную вот петлю в этот же столбик, для того, чтобы не было никаких дырочек. Еще провязываем столбик без накида. Снова цепочка из воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Снова в этот же столбик делаем соединительную петлю. Еще один столбик без накида. 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И соединительный столбик в этот же столбик. Вот получился такой хвостик. И довязываем 3 столбика без накида. 1, 2, 3. В 9 ряду без изменений 1 столбик. Далее вяжем 10 ряд, и я продолжу показывать на попугайчике. Провязываем 11 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11. Далее провязываем убавку. Теперь 2 столбика. 1, 2. Теперь нужно сделать убавку вот за 1 столбик. Теперь хвостик 1 убираем и за 2 столбик. Это убавка 2. Далее еще 1 хвостик убираем, провязываем 1 столбик, последний 3 убрали хвостик и 2 столбик. Теперь убавка. В конце 10 ряда 18 столбиков. Вяжем 11 ряд. Провязываем 1 столбик и убавка. Так вяжем до конца ряда. Всего таких 6 повторений. Столбик, убавка, столбик, убавка, столбик, убавка,
На этом этапе можно взять наполнитель и наполнить наполнителем. Далее продолжим вязать 11 ряд. Продолжаем довязывать один столбик, убавка, столбик и убавка. В конце 11 ряда получилось 12 столбиков. Вяжем 12 ряд, и в 12 ряду нужно провязать 6 убавлений. Так довязываем их до конца и еще немного дозаполняем наполнителем, только наполняем так, чтобы донышко было вот более плоским, не выпуклым. Вот осталась такая небольшая дырочка. Сейчас мы ее спрячем за передние стенки каждого столбика. Вот так проходим ниткой. И теперь стягиваем. Стянули. И вкалываем в середину и выводим где-то сбоку. И получилась вот такая основа для птички. И сейчас сделаем утяжку для глазиков. У меня будут глазки клеевые 8 миллиметров. И отсчитываем вот 1, 2. В третьем ряду буду располагать глазки. Оставляю небольшой хвостик. И вот сделаем такую маленькую небольшую утяжку. Завязываем на один узелок, так вот подтягиваем. Вот утяжка небольшая. И на второй узелок. И теперь в эти места буду вот наклеивать глазки 8 миллиметров. Вот так птичка смотрится уже с глазками. Теперь я беру плюшевую желтую пряжу. Можно брать и джинс Ярнард. И будем вышивать вот в этом месте клювик. Хвостик оставляем, потом завяжем 2 хвостика. И вот таким треугольником. Ниточку возвращаем в это место, завязываем на 2 узелка. И вот получился такой голубь. Теперь вот вяжем курочку. Вяжется точно так же, как голубь. Все делаем, только белым цветом. И теперь будем вывязывать гребешок. В верхней части присоединяем вот красную пряжу. И будем вязать воздушными петлями. Одна воздушная петля, вторая воздушная петля. И вот за следующие столбики на голове курочки соединительная петля. Снова 2 воздушных петли. И за следующие вот столбики соединительная петля. И еще 2 воздушных петли. За следующие столбики соединительная петля. Получился такой гребешок. Ниточку отрезаем, хвостики прячем
вовнутрь изделия. Теперь у курочки возле клювика сделаем такие красные элементы. Можно вот так вышить. Вот сделали такие стежочки. Теперь эти два хвостика, так выпукло, завязываем на 2 узелка и прячем вовнутрь изделия. И вот получилась такая курочка. Теперь будем вязать орла. Я провязала уже 5 рядов. Вот светлой молочной пряжей или белой можно вязать. Ниточку отрезаем. Теперь берем коричневую ниточку и в 6-м ряду, вот отличие какое, будем вязать за заднюю стенку столбики без накида. И все вяжем точно так, как у голубя в 6-м ряду, только за заднюю стенку. И теперь у орла сделаем обвязку. За передние стенки присоединяем пряжу и обвязываем соединительными петлями. Так обвязываем по кругу и ниточки прячем вовнутрь изделия. Покажу еще, чем орел отличается от других птичек. Это то, что вот хвостик тоже вывязываем светлой пряжей. Получается такая птичка. И вот попугайчик. У попугайчика вывязываем хохолок такой, как у курочки, только делаем не 2 воздушные петли, а 3 воздушные петли. И также идет смена цвета пряжи в том ряду, где ввязываем вот крылья. Это в 7-м ряду. Получается такой попугайчик. И вот показываю всех птичек. Вот. Все готовые птички. Всем спасибо за внимание. До новых встреч!